Разбор Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Друзья, всем привет! Мы очень рады видеть вас. Сегодня на нашем канале новое видео. На ремонт приехал автомобиль MAN TGS, у которого начался огромный расход моторного масла. За последнее время, со слов водителя, он залил туда больше 20 литров моторного масла. При первоначальном осмотре мы заметили, что моторное масло попадало в систему охлаждения данного автомобиля. Сегодня мы вместе с вами разберемся, что произошло с этим автомобилем. Также, друзья, напоминаю, что ваши лайки, комментарии, подписка на канал очень-очень важны для нас. Каждое ваше маленькое действие помогает нам выпускать новые видео на этом канале. Поэтому, друзья, всем спасибо за вашу поддержку. Мы начинаем. Приятного просмотра. Поехали. Из-за чего это бывает так? Антифриз некачественный, наверное. Думаю, из-за некачественного антифриза. Сейчас будем сбивать его. Это все, да, это с горловины вытекало. То есть, его тошнило. Вытошнило. Эй, а где? Почему его нет? Ёптрить колотить. А во. Пошло. Это просто жесть. Наверное, проще патрубок срывать. Иначе это будем 3 дня ждать. Тут чуть быстрее. Но не особо. Обычно должно сразу все стечь. А тут, видимо, будет тоже всякой долго. А что, ничего не делает? Нет. При попадании масла в антифриз оно смешивается. Если сразу бы обнаружили, не так бы было, хотя бы антифриз бы слоями с маслом. То есть пленку сверху и все. А тут смешалось, и явно он катался немало. То есть нагревал и все остальное. Будем снимать теплообменник.
этот самый, как он называется, блядь? Напиток. Шампанский. Один в один. Вот и здесь также потек прям черного масла. И этот самый, и этой каши, от которой хрен избавишься сейчас. Теперь осталось дело за малым. Найти ту самую дырочку, из-за которой это все не случилось. Так, палку открутили. Открываем. И вот седло. Так. Теперь нам надо как-то его в него дунуть. О, вот с этой стороны. Так, да. Это мне тоже. О, есть, да? Да. Ничего себе нам повезло увидеть рождение проблемы. Так. Прогнул здесь, что ли? Или трещина? Угу. Ну, видно, да, что? Кусочек прям сбоку. Все. Дал трещину. Масло пошло в антифриз. Это все смешалось. И вот результат. А теперь будем еще неделю отмывать все это. Это вот. Здесь все быстренько подготавливаем. Здесь надо отмывать. По-хорошему, чтобы все отмыть, это надо разбирать весь двигатель. Радиатор менять и двигатель разбирать и все промывать. Тогда это хорошо промоется. Потому что вот это вот все, там в гильзах вот такая фигня, никак не промыть. Надо заливать воду и все остальное. Сейчас мы это все чистим, здесь промываем, подготавливаем, запчасти приходят, начинаем сборку. После этого мы будем промывать, ну, долгим временем, так скажем. Это просто замена воды. Все. Ждем запчасти и приступаем к сборке. Друзья, извините, что отвлекаю. У меня произошла внештатная ситуация. В общем, есть такой вот старенький Lexus RX 350, у которого на ходу произошел резкий толчок. При этом примерно через 200 метров машина перестала ехать. При этом двигатель в положении коробки драйв, обороты набирает, опускает, то есть без проблем. Перезапуск. Машина может проехать еще метров 300, но при какой-то нагрузке она опять перестает ехать. Задняя передача также перестала включаться. Может быть, кто-то из вас занимается ремонтом легковых коробок передач. Давайте вместе с ним видео про вас и про ремонт вот этой автоматической коробки передач. Я думаю, будет очень интересно. Либо кто-то из вас, возможно, занимается поставкой агрегатов или запчастей. Готов буду рассмотреть предложение о покупке. Потому что то, что я нахожу, находится очень далеко где-то во Владивостоке и по невменяемым ценам. И неизвестные продавцы. Поэтому, если есть какие-то предложения, прошу написать. Контакты указаны в описании к данному видео. Огромное спасибо. Продолжаем. Вот, подготовили блок, подготовили, почистили здесь все, подготовили, вон там. Вот здесь вот мы подготовили, установили в корпус масляного фильтра, установили новый теплообменник, новую прокладочку и можем устанавливать это на свое место. А это что же мною куплено, это не дарено. Что мне ее оставлять, что ли? Вот так вот он у нас установленный.
кто директор? Чего? Всего. Я... Я же говорю, ты... Ну это... Чей мар? Оп. Главный грамотно прикрепить. Да. Давай языком чешем сильнее. Кому? А что это тут тоже молоко? Ну, это. А почему? По-моему, мотору плохо, нет? Ну, его тут не так много. Ну, видимо, в эту дырочку заливалось тоже. Когда глушишь, здесь в системе охлаждения антифризной туда заходит. То есть при работающем двигателе давление больше, чем давление масла больше, чем давление антифриза, соответственно, масло попадает в антифриз, на заглушенном в обратную сторону. То есть антифриз будет просачиваться в систему смазки. Вот, поэтому здесь видим в небольшом количестве есть. Поэтому мы меняем, собственно, масло. Ну так мало масла. Сколько оно сливалось? Почему так мало? Ну, значит, оно все ушло в систему охлаждения. Но на 5 литрах доехал сюда, видимо. Мало. Надеюсь, мотор не кончился. Сейчас зальем масло, будем смотреть. Ну, стружки не было на фильтре, я просмотрел. На двигателе, и вот здесь вот, видишь, вся морда у него, то есть это вот все выкидывается наружу. То есть у нас 40 литров антифриза, 40 масла. Из 40 литров масла, то есть 20 вошло в систему антифриза, и через верх вот сюда вот 20 литров у него на двигатель вылилось. Потом он заливает еще 20 литров, и еще 20 литров уходит опять же в систему охлаждения, да, вот снаружи все вываливается. То есть в итоге около 40 литров, как раз уже, значит, 50 на 50 разбавилось антифриз с маслом, грубо говоря. То есть мы слили там, ну, 15-20 литров примерно слили, и все. Соответственно, 40 литров в систему охлаждения ушло. Масло. Вот такие дела. Вот такая каша. Если что, в канистре не можем. Да. 9.06, это если... Начали писать, что надежная защита от кавитации. То есть раньше никто не знал, что такое кавитация, а сейчас, видишь, даже уже рекламу делают. Что, оказывается, есть кавитация в двигателе. Так, мы полностью все собрали, опускаем сейчас кабину и начинаем заводить, прогревать, промывать. Это жесть. Она просто вываливается. Это по-хорошему надо все здесь разбирать и менять.
такое вот у нас видео получилось. Надеюсь, вам всем понравилось. Но промыть систему охлаждения нам полностью не получилось у нас. И водитель поедет на базу и дальше будет промывать. Будет ли он менять или нет, мы ему предлагали разбирать двигатель, все промывать там, от чего, собственно, они отказались. Промыли так, как получилось. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Razborgruз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.